Вот знаете, когда хочется поиграть, а хочется поиграть бюджетно, то вот Acer иногда очень сильно радует наличием вот таких вот игровых мониторов с достаточно прикольными функциями. Ну, начнем с презентации. Это Nitro, именно Acer Nitro XV2. Если быть точнее, то это XV272U серии W2, который 240 Гц, с временем отклика 0,5 миллисекунды Gray to Gray и с очень классным контрастом. Ну, про эти характеристики мы поговорим чуть-чуть позже. Но вот то, что этот монитор нам предлагает за его деньги, действительно получилось неплохо. Здесь у нас, ну, сейчас вы слышите даже звук, это два двухваттных динамика. Конечно же, динамики здесь чисто номинальные, а вот именно IPS-матрица, которая здесь у нас стоит, дает очень хорошие углы обзора, тоже, которые мы с вами потестируем. И при этом еще имеет сертификацию HDR 400. Ой, сильно разброс у нас. И вот эти вот игровые фишки по типу вот таких вот прицельчиков, да, как вы видите. Могу сразу сказать, что монитор не есть идеальным, и как бы никто и никогда не скажет, что он идеальный. Здесь имеется в виду, что данный монитор за свою цену очень и очень имеет классные функции. Да, он имеет некоторые ограничения по типу немножечко устаревшего HDMI 2.0, который здесь стоит, который, к сожалению, нам через HDMI дает не более 144 Гц. Ну, тут уж как бы есть. При том, что сам по себе монитор 2560 на 1440. И для того, чтобы получить пресловутые 240 Гц, да, здесь 240 Гц у нас сам по себе монитор может выдавать, нужно подключаться через DisplayPort. Лишен он каких-либо подключений через USB, что очень, честно говоря, мне не нравится. Но, опять же, давайте, когда мы сейчас перейдем и посмотрим цену, то будет очень веселая, скажем так, у нас, ой-ой-ой, понимание соотношения цены и качества этого монитора, блин. И возможности, опять я проиграл. А главное, что здесь есть VRR, конечно же, и все абсолютно новые фишки, которые можно было впихнуть в мониторчик, да. Конечно же, VRR, ну, в виде AMD FreeSync Premium, делают игру просто сумасшедшей. Классно вот все работает по FPS. Блин, а как же их рубить, если у нас здесь вот такая вот фигня с вот этими линиями, которые у нас перекрывают полностью наши способности. Но предупреждаю сразу, в режиме овердрайва, если ваш FPS будет падать меньше, скажем так, 200, то возможны шлейфы. Ну, тут уж давайте мы с вами не будем сетовать на излишнюю бюджетность монитора, есть как есть. Поэтому либо VRR, либо овердрайв. Тут уж давайте выбирать что-то одно. В целом, я вам скажу, мониторчик очень крутой, и мы сейчас, вот, знаете, что с вами делаем? Мы посмотрим эргономику обязательно, именно что у него там за входы, выходы, комплектацию, потом пойдем посмотрим, что заявляется производитель, а потом проведем кое-какие технические тесты для данного монитора. Ну и, конечно же, сделаем выводы. Технозон. Так, эргономика монитора, и в принципе рассматриваем его с вами вблизи. У нас есть с вами ножка, которая регулируется по высоте, то есть это очень удобно, при этом монитор поворотный, то есть вы можете, изменив угол, сделать его вот таким вот образом. Это удобно. Пристегной, то есть для откручивания не надо каких-то дополнительных моментов. Есть у нас два HDMI, вот пожалуйста, и есть один DisplayPort. О, все. Есть у нас выход под наушники сквозной и разъем питания. Больше ничего я здесь не вижу. Давайте попробуем с вами, знаете что? Чуть-чуть его отстегнем и посмотрим, есть ли веса крепления. Нет, веса крепления нет, к сожалению. Есть как есть. Есть у нас вот такие вот органы управления. Смотрите, менюшечка. То есть для управления меню. То есть это кнопки управления, кнопка, ну это джойстик многофункциональный, у нас разъемчик для замочка Kensington. И для управления самого монитора существует Acer Display Widget, который вы можете установить на вашем, скажем так, ноутбуке и без проблем управлять всеми настройками этого монитора. В комплекте у нас был HDMI кабель, был DisplayPort кабель, кабель питания
и сама по себе ножка. Больше ничего интересного нет. Сам монитор безрамочный, несмотря на визуальную черную рамку, физических рамок больше у нас практически нет. Он сделан из пластика, есть диффузоры охлаждения. В целом компоновка, материалы очень неплохие, текстурированный, хороший пластик, хотя и марки. Очень прикольно, что у нас вот такое вот антибликовое покрытие, то есть у нас экран матовый. И это очень удобно, можно, в принципе, учитывая его яркость больше, чем 400 нит, а здесь физически больше, чем 400 нит, вы можете играть в очень хорошо освещенной комнате, либо, допустим, с незашторенными окнами, когда там солнце, с учетом того, что не будет бликов, достаточная яркость, вы будете все прекрасно видеть. Ладно, пошли смотреть, что заявляет производитель. Итак, по дисплей-спецификациям 27 дюймов, Acer Nitro XV272U W2BM и IPRX. Ну, нафига так называть-то, конечно. Но мне интересно посмотреть на спецификации. Во-первых, частота обновления 48-240. Он должен поддерживать FreeSync, да, по факту. 178 градусов у нас ширина угла обзора. IPS WLED 2560 на 1440 и 400 кандел на метр квадратный. У нас яркость заявлена. sRGB 99%. Давайте посмотрим чуть-чуть. IPS 8-битная матрица, понятное дело. Это конкретно он? А ну подождите. Да, это конкретно он, W2. Кстати, вы цену видели? 9365 гривен. Это вообще ни о чем. 108 ppi плотность пикселей. Динамическая контрастность 100 миллионов к 1. HDR10 и дисплей HDR400. Само собой, дисплей HDR400 это сертификация под HDR с учетом яркости реальной. Матовое антибликовое покрытие. Отклик 0,5 миллисекунды. И у нас что еще? Больше ничего интересного. Есть динамики. Кстати, есть динамики. Веса 100 на 100. Повороты и развороты. Все это мы с вами уже видели. 2 двухваттных динамика. Ну, такое себе. TÜV сертификация. А вот что интересно. Есть flicker-free технология. То есть на нем нет шима фактически. А AMD FreeSync, адаптивный синк, Acer Display Widget, это понятное дело, White Color Commute и Zero Frame Design. Короче, безрамочный с flicker-free технологией. Этого достаточно, чтобы понять, что это в крайне плохой мониторчик. Ну, по стоимости, я ссылки закинул в описание под видео, но предварительно 9395 гривен. Подождите, 27-дюймовый монитор, 240 Гц, с HDR на подъемной ножке, 9395 гривен. Что так дешево? Действительно очень недорого для такого монитора. Ладно, давайте, наверное, пойдем с вами его и потестируем. А вот тесты наши мы начнем конкретно с HDR. Вернее, не с HDR, с яркости. У нас пиковая 460, что является больше заявленной. Так, углы у нас 400. Смотрим. Вот прям какие-то ровные показатели. 408. 420, 422, 423, 425. Хорошо, отлично. По яркости вопросов нет. Теперь давайте мы смотрим. Это, кстати, в режиме HDR, вы поняли, по HDR 400 сертификации. Дальше у нас есть такой момент, тест. Смотрите, HDR поддерживается, все отлично. Мы видим. Теперь в расширенных настройках экрана 240 Гц, он спокойно держит. Здесь показывает пиковая яркость 417 нит, мы получили фактическую больше. Ну, пишет 8 бит RGB, вот что видим, то и говорим. Конечно же, 240 Гц, с поддержкой там ниже, но давайте так, 240 Гц это конкретно DisplayPort. Конкретно только DisplayPort. Теперь нам нужен HDMI. Здесь увидели, что на HDMI оно тоже завелось, и выберем только второй дисплей для того, чтобы продолжить его тестирование. Да, сохранить и смотрим. HDR через HDMI поднялся, хорошо, отлично. Смотрим расширенные параметры экрана, он нам дает максимально, а ну пробуем, 144 Гц дает. Хотя я сколько читал описание, что больше 120 Гц не дает, но именно в W2 144 я спокойно получаю, то есть я вопросов не вижу. 418 опять же показывает нит у нас яркость пиковую, и тут как бы тоже вопросов нет. По углам обзора, ну я охотно верю, что здесь 178 градусов,
как они заявляют. Очень адекватная цветопередача, очень адекватно работающий монитор. Смотрите, у нас нет рамок фактически. Это прям вообще топово. Так, по фликеру. Черных полос я не вижу. Вообще никаких. То есть черных полос должны быть видно там хоть как-то, да? Чтобы вы понимали, фликер и не фликер, то вот вам монитор с фликером. Это черные полосы. Ну, вы можете их увидеть, да, которые на мониторе у нас. Это называется фликер. Это шим. Это шим, который есть в... Ну, можно, допустим, там чуть-чуть увидеть, сфокусировать его. Который можно увидеть в других мониторах. Здесь мы с вами фликера не видим. Ну, это тоже эйсеровский классный Nitro ноутбук. Там нет фликера. Здесь мы фликера не видим с вами. Нету фликера. Нет черных полос на белом фоне. Их просто-напросто нет. По настройкам, которые у нас есть в этом мониторе. Конечно же, прикольно, что есть AMD FreeSync Premium. То есть вы можете в игрушках играть. Хотя, честно говоря, я обычно выключаю и оставляю VRR, который, в принципе, в этих мониторах есть. Давайте посмотрим. Во-первых, отключим HDR. Объясню почему. Он выключен, все хорошо. Так, смотрите, когда мы работаем с вот этим вот джойстиком, да, про который мы говорили, у нас есть управление режимами. Режим стандарт, ну давайте пошлите по таким вот, режим стандарт. Можем регулировать яркость, контрастность, усиление черного, фильтр синего сигнала, ACM, HDR можем включать, выключать именно поддержку метаданных, высокая четкость и максимальная яркость сейчас у нас включена для тестов была. Температура у нас есть, смотрите, ну у нас пресеты есть, а есть можно пользовательски выставлять и можно искать, выставлять усиление RGB. У нас можно смещение RGB делать, это тоже для тонкой калибровки. По звуку громкость 100 стоит, давайте звук проверим, очень интересно. То есть, ну, звук есть. Вот скажем так, он просто есть. Я не скажу, что это прям супер звук. Вот, пожалуйста, это наш обзорчик. В принципе, я вам скажу, очень... Это, знаете, звук для тех, кто просто работает, кому нужен звук как индикатор. Смотреть кино качественно, конечно, на таком звуке я бы не стал. Поехали по настройкам дальше. По звуку все просто. Есть игровой режим. Вот здесь вот у нас уже начинается другое. У нас час отклика. У нас есть обычный, граничный или выключенный. То есть замерить адекватно мы, конечно, без супероборудования не сможем. Есть у нас включение AMD FreeSync Premium, оно принудительное. Частота обновления. Есть ультра малая задержка, точка наведения. Ну, это как всегда в игровых мониторах, да, мы там имеем с вами какое-то перекрестие. Давайте, не включилось. Для этого его надо использовать как единый монитор, кстати. Вот так вот, смотрите. Когда используешь как единый монитор, смотрите, какие классные перекрестия есть. Это очень прикольно. Смотрите, давайте сейчас еще посмотрим, какие у нас есть точки наведения. Все их 3 вообще. Смотрите, если мы выйдем, вот таким вот образом. То есть, когда вы играете с точкой наведения, ну, само собой, вам легче будет целиться. Точный центр экрана. Есть у нас OSD. Ну, во-первых, у нас это Always On Display. Это вот эта вот настроечка. Есть английский, русский. Ну, давайте русский пока включим. Есть прозрачность и блокировка меню. В системных настройках у нас вход, который есть, автоисточник, горячие клавиши. Уровень черного HDMI. И, кстати, можно сохранить настройки под свою, скажем так, под свою настройку. Ну, вернее, под свой пресет. Что самое интересное, у нас есть, давайте сейчас выйдем для начала. Кстати, смотрите, 144 Гц действительно тянет. У нас есть быстрые пресеты. Мы можем включить режим пользовательский, либо спорт, либо гонки, либо экшен. Оставляем пользовательский. И также можем выбрать HDR, графику, эко и стандарт, если очень быстро хотим чего-то переключать. На второй кнопке стандарт яркость. Больше, в принципе, смотреть тут нечего. Слушайте, ну в качестве выводов я вам могу сказать одно, что монитор действительно за свои деньги очень получился адекватный, да, то есть... Ой-ой-ой-ой. Один. Давайте второго. Слушайте, ну монитор действительно прям приподвис на нем. Меня чуть-чуть заколопуцали, есть как есть, поэтому мои рекомендации есть. Ссылочки на мониторчик в описании под видео. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик. С вами был Бабл на канале Технозон.